Сегодня мы расскажем вам о замке Пескова скала, который возвышается над живописной долиной реки Пронтник и лесами Ойсовского национального парка. Когда-то он защищал важный торговый путь, соединяющий Краков с Вроцлавом. У этого замка длинная и интересная история. Им владели могущественные аристократические польские семьи. Этот замок часто появляется в фильмах и сериалах и, безусловно, достоин внимания. Это место стоит посетить ради хорошо сохранившегося красивого замка, внутренний двор которого выполнен в стиле Ренессанс. С террасы открывается вид на природу Ойсовского национального парка, который, по нашему мнению, является одним из самых красивых мест Польши, и о котором мы обязательно сделаем отдельное видео. Также в замке есть филиал Вавельского музея. Помимо пищи духовной, здесь есть довольно неплохой ресторан. Самые старые сведения о замке на Песковой скале датируются 1315 годом. Он был построен по приказу Казимира III Великого и входил в систему оборонительных сооружений, называемых «Орлиные гнезда». Расположенные на вершинах скал, подобно гнездам хищных птиц, они имели задачу охранять прилегающие к Силезии южные рубежи государства, а также повысить безопасность важного торгового пути из Кракова во Вроцлав. Твердыни строились на расстоянии видимости друг от друга, что позволяло использовать различные световые или дымовые сигналы, чтобы враг не мог внезапно напасть на польские войска. Название замка происходит от известняковой скалы, на которой он был возведен. Из-за такого расположения он хорошо виден с дороги. С трех сторон его окружают скалы, а с самой уязвимой, восточной, возведены мощные бастионы. Сам замок выглядит очень сказочно, но при этом величественно и гармонично. У подножия есть небольшой пруд. С внешнего двора можно полюбоваться на итальянский сад. Внутренний дворик, галереи и террасы выполнены в стиле, очень похожем на королевскую резиденцию в Вавеле. Из летописей известно, что в 1377 году Людвиг Венгерский пожаловал Пескову скалу Петру Шафранцу из Лучиц. Так король уладил спор между Шафранцем и своими венгерскими приближенными. Спор перерос в драку, в ней Петр Шафранец был ранен и потерял ухо. Однако род Шафранцев стал полноправным владельцем Песковой скалы лишь в 1422 году. До этого замок считался владением короны. Владислав Ягайло пожаловал замок Петру Шафранцу, сыну дворянина, потерявшего ухо, за верную службу и храбрость, проявленную в Грюнвальдской битве. Петр Шафранец, сын первого властителя замка, умер в 1442 году. Семья растратила свое состояние и потеряла высокое положение при королевском дворе. Возможно, поэтому внук первого шафранца, который тоже носил имя Петр, увлекся алхимией и стал одержим поиском способа превращения обычных металлов в золото. Вскоре о нем пошли слухи, и он получил репутацию колдуна-чернокнижника. Так и не поправив финансовое положение семьи, он умер в 1458 году. Его сын Кшиштоф избрал более прозаичный способ поправить семейный бюджет. Несмотря на слухи, у него все еще оставалась репутация благородного господина. Время было опасное, и он милостиво предлагал проезжающим купцам остановиться на ночлег в его замке. Когда после пира купцы поднимались в опочивальню, то пол под ними проваливался, они падали на скалы и разбивались насмерть, а все их товары и деньги доставались рыцарю-разбойнику. В итоге король повелел схватить и наказать злодея. В 1484 году Кшиштоф был казнен по приказу короля Казимира Ягеллона в Сенаторской башне на Вавеле. Однако род шафранцев владел замком до смерти последнего из рода, Анджея, который умер в 1608 году. Замок
Замок расположен примерно в 25 километрах к северо-западу от Кракова, на территории Ойцевского национального парка. Мы всегда добирались до замка на машине. Время в пути варьируется от 30 минут до часа, в зависимости от загруженности дороги. Расстояние примерно 30 километров, если считать от рыночной площади. С западной стороны замка, напротив магазина с сувенирами, есть возможность припарковать машину бесплатно на обочине. По нашему мнению, с этой стороны наиболее легкий и удобный подъем к замку по ступенькам. Если мест на обочине не будет, то к вашим услугам платные парковки. Приезжать лучше пораньше, так как потом может быть много людей и проблемы с местами даже на платных парковках. Еще есть вариант приехать на велосипедах. Путь займет примерно 2 часа, но мы так не пробовали. Готовя видео, я попытался узнать, как приехать сюда на общественном транспорте, но так и не разобрался. Время работы и цены на билеты лучше посмотреть на сайте замка, потому что есть много разных вариантов и вариаций. Также расписание зависит от времени года. Ссылка будет в описании. После смерти последнего из рода шафранцев замок был резиденцией многих знатных дворянских семей, которые перестраивали его в разных стилях, укрепляли и увеличивали площадь. Во время шведского нашествия в 1655 году замок был разрушен, пережил несколько пожаров, но потом был восстановлен. В 1902 году последний частный владелец замка выставляет его на аукцион из-за долгов. Чтобы сохранить замок, в Варшавский курьер был написан призыв сберечь замок, жемчужину польского возрождения и единственный из дороги Орлиных гнезд, который сохранился в относительно хорошем состоянии. Было создано акционерное общество Пескова скала, которое приобрело замок. С 1949 года в замке проводились исследования и реставрационные работы, а в 60-х годах здесь был открыт филиал Вавельского музея. Время не пощадило интерьеры и предметы искусства, принадлежавшие прошлым владельцам замка. Зато сегодня вы сможете ознакомиться с представленными здесь экспонатами, начиная со Средневековья и заканчивая серединой 20 века. Это гобелены, скульптуры, картины, мебель, предметы быта и многое другое. Но будьте готовы каждый раз при входе в очередную экспозицию надевать специальные тканевые бахилы, а при выходе их снимать. Если понравилось, подписывайтесь на канал, не забывайте выражать свое мнение в комментариях, поддержите лайком и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!